Всем привет! Поддержка государства и активность китайских автомобилестроителей привели к перепроизводству машин. В то время как российский авторынок испытывает серьезный дефицит новых машин, у китайцев на повестке дня другой вопрос. Куда деть 3,5 миллиона автомобилей различного сегмента? В течение последнего полугода спрос на автомобили упал в стране на 37%. Причиной этого аналитики называют отмену государственных субсидий и налоговых льгот, связанных с приобретением личного автомобиля. Кроме того, с июля в Китае прекратят ставить на учет новые автомобили, не соответствующие национальному экологическому стандарту 6B, аналог европейского Евро-7. Складских запасов китайских дилеров большинства марок хватит, чтобы торговать на протяжении 2 месяцев без пополнения. А потому на авторынке Китая сейчас идет жесткое ценовое противостояние. Компании демпингуют, устраивают аттракционы невиданной щедрости, заманивают покупателей акциями и скидками, снижая розничные цены на новые авто в 1,5-2 раза. Эксперты считают, что одним из приемлемых решений, позволяющих уменьшить количество лишних автомобилей в Китае, произведенных впрок, станет увеличение импорта машин в Россию. Помните, как несколько лет назад все эксперты говорили про дефицит автомобильной электроники, проблемы с поставками комплектующих, вызванные повсеместными коронавирусными локдаунами? Все констатировали проблемы с выпуском автомобилей, недостаток их предложения на рынке и прочее. Помните? В России в связи с этим в 2020-2021 годах под соусом недопоставок транспортных средств из-за рубежа местные автодилеры взвинтили розничные цены практически на все модели авто. Но теперь этот рыночный маяк, по крайней мере за границами России, явственно качнулся в противоположном направлении. По мнению аналитиков одного из крупнейших швейцарских финансовых холдингов, производство автомобилей в мире в этом году достигнет 86 миллионов единиц. Это примерно на 6% выше уровня ожидаемого спроса на автомобили в мире. То есть за год автопром произведет примерно на 5 миллионов автомобилей больше, чем смогут приобрести потребители. Воздействие этого феномена уже ощутили на себе китайцы. Нераспроданные запасы на складах местных дилеров достигли рекордной отметки в 3,5 миллиона единиц легковых транспортных средств. Китайский рынок, конечно, велик, но это еще не весь мир. Штука в том, что Китай в последнее время стал чуть ли не ведущим поставщиком электрокаров на практически все мировые рынки, что транслирует демпинг в электросегменте с китайской земли на иные континенты. В эту игру, кстати, уже вынуждена включиться Tesla. Стремительно дешевеющие модные электрокары неумолимо отгрызут чувствительную долю мирового рынка, также перегретую предложением, у машин с ДВС. В общем, автомобильный мир сейчас замер в преддверии грандиозной битвы автоконцернов с применением 2 доступных средств, включая обрушение цен. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на autospot.ru. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Чего же ждать от этой замечательной коллизии российским автомобилистам? С одной стороны, можно надеяться, что излишек легковушек с внешних рынков двинется к нам и поможет снизить неудобоваримые для большинства потребителей розничные цены на авто в России. Все-таки дефицит предложения на отечественном рынке в размере порядка 1 миллиона экземпляров в год – это серьезно. Усилиями АвтоВАЗа и УАЗа его явно не удовлетворить. Нам избыточный миллиончик с внешних рынков пригодился бы очень, но не выйдет. Прежде всего потому, что ушедшие из нашей страны европейские и азиатские автобренды даже ради сбыта излишков не вернутся по политическим резонам. Остается серый и параллельный импорт. А еще отечественное таможенное законодательство. Это из-за него практически любая ввозимая в Россию машина становится примерно вдвое дороже, чем в стране происхождения. С такими исходными данными говорить о доступных иномарках на российском рынке вообще странно.
Соответственно, отголоски забугорного производства машин и их ценовые войны, если и докатятся до нас, то в очень сильно ослабленном виде. Существует малюсенькая надежда, что урок с перепроизводством стимулирует иностранные, читай китайские автоконцерны, в будущем всерьез заняться локализацией выпуска своих авто в России. Хотя и это, как показывает пример Хавейл, с его практически полноценным автозаводом в Тульской области, не защищает от неукротимой жадности наших и сынов Поднебесной. Они в любом случае продолжают беззастенчиво задирать цены на авто в России, пользуясь отсутствием тут марок конкурентов из Европы и Азии. Владимир Путин 5 месяцев назад поставил задачу перед главой Минпромторга Денисом Мантуровым разработать ряд по снижению стоимости авто. Может, мировое перепроизводство авто поможет в этом? А как думаете вы, что должно произойти, чтобы снизились цены в России? Пишите в комментариях.